То самое чувство, когда ты творишь историю. Давай еще раз. Прием, проверка микрофона. Раз, два, три. Ну что, мотор? Мотор, поехали. Дубль первый. Дубль первый. Как я встретила вашего папу. Но сегодня прошло почти 15 лет со дня нашего первого свидания. Оглядываясь назад, я пытаюсь понять, как мы сумели найти друг друга среди стольких людей. Мы раз в неделю посещали занятия Института религии. Он, Дима, был первокурсником политеха и совсем недавно начал самостоятельную жизнь в большом городе. Я училась на 3-м курсе колледжа тогда. Его я выделила для себя из толпы, не очень уверенно. Я знала его раньше. Мы пересекались на молодежных конференциях до 18, и может еще где. Запомнилась мне только одна конференция, когда я попала в группу, где он был лидером. Это была незабываемая и вместе с тем очень простая, духовная и веселая конференция. Помню творческие сценки, подготовка к которым была до слез уморительно веселая. Помню, как мы вместе готовили себе еду, лепили пельмени и незаметно духовно росли, становясь друзьями. Надо сказать, что после этой конференции одна моя подруга сказала мне, что один молодой человек попросил у нее, как у моей подруги, по секрету мой почтовый адрес, чтобы написать письмо. Но этот молодой человек был Дима. И Дима тогда мне виделся таким добрым, забавным парнем, но не больше. Письма я от него так и не дождалась, хотя, и, честно сказать, не особо ждала на тот момент. Мне тогда нравились парни на лет так 5 постарше меня. Серьезные такие, настоящие мужчины уже. А Дима тогда в моей голове подпадал под категорию мальчишки. Еще я помню, когда я встретила его на 5 минут в шумном зале конференц-центра, где проходила одна из конференций Кола церкви в Петербурге. Он пел в хоре. И мы были сведены с ним в тот день в коридоре для приветствия той же Тани. Помню, что когда оказалась рядом с Димой, с ним, в таком костюме, в белой рубашке, то ощутила необычное чувство и промелькнула мысль: я ошибаюсь насчет этого парня. Он вовсе не мальчик, как мне думается, а настоящий такой мужчина. И моя жизнь пересечется еще с его как-то. Да уж, пересеклась. После той встречи Дима как пропал из моего поля зрения, и я как-то даже и не думала искать с ним встреч. Возвращаюсь к весне 2005 года. Уроки Института религии. Там объявили о дополнительных занятиях хора и подготовки для будущих миссионеров. И я записалась попробовать сходить сначала на уроки для будущих миссионеров. Каково было мое приятное удивление, что и Дима оказался на уроке. И это было большим таким плюсом в копилочку моих наблюдений за ним. Я очень внимательно слушала его комментарии на уроках и потихоньку влюблялась в его душу, в его сердце. Дальше я поняла, что он записался на уроки хора. И я, честно говоря, не сильна в пении, комплекс у меня даже на этот счет. Но я пошла и на этот курс. Все же я пела. И он стоял за мной и тоже пел. Если вы знаете Диму, то у него очень красивый голос и хороший слух. И я стояла прямо перед ним и прямо наслаждалась. День шел за днем, и я влюбилась. Но это пока знала только я. А потом были дискотека, и Дима на этой дискотеке был одним из диджеев. Крутой такой парень. И там на дискотеке было столько симпатичных девчонок. И тут на меня вдруг напала тоска.
вроде простой, ну, конечно, прикольный парень. Но я понимала, что, походу, слишком много конкуренции для меня. Но я продолжала улыбаться. Возможно, я с такой милой, масочной улыбкой зависла немного, глядя на Диму в преддверии очередного медленного танца, думая, кого же он из всех себе предпочтет. Я и подумать не могла, что он из полумрака ощутит мой этот взгляд и спустится из-за диджейского пульта танцевать. Честное слово. А он говорит, что я тогда пригласила его сама взглядом. Он, проходя мимо всех, подошел ко мне, и мы стали танцевать. Я его уже люблю, представляете? А он об этом еще даже не подозревает. Смотрю на него, он такой красивый, высокий, нежный, внимательный. Смотрю ему в глаза и вспоминаю о том, что мне нельзя больше быть застенчивой, краснеющей в присутствии объекта моих симпатий, как я это любила делать раньше. И тут мне приходит в голову идея предложить ему поиграть в игру глазелки. Но это когда смотришь друг другу в глаза, и тот, кто первый отвел взгляд, проиграл. Игра для уверенных в себе людей, которую я редко практиковала. Он согласился, и мы условились, что проигравший должен другому желание. И вот мы танцуем, я смотрю ему в глаза, все как в сказке. Песня подходит к концу, а он, глядя мне в глаза, спрашивает: можно мы еще потанцуем? Заиграл очередной трек, и без диджея, и тут, если бы могли мои ноги оторваться от земли, то это бы произошло. Я была в то мгновение самой счастливой девушкой на свете. Песня кончилась, и я, забыв про игру, отвела свой взгляд от океана его глаз, и он у меня такой: ты проиграла. Я честно планировала выиграть, но он меня, покоряя, победил. Ну, я не расстроилась, ведь, как я была уверена, нас ждало продолжение. Время было позднее, мне нужно было ехать уже домой, и я была вынуждена уйти, не дождавшись даже конца дискотеки, как прям Золушка с бала. Компанию мне составила тогда одна моя подруга. Мы ехали вместе в метро и обсуждали возможные кандидатуры парней. Конечно, что еще обсуждать после жаркой дискотеки. И я не помню никого из ребят, честно, что мы обсуждали, кроме одного. Ну, вы сами понимаете уже кого. Эта девушка его хорошо знала, как она думала. И она мне тогда так уверенно сказала, что он мне совсем не подходит. Вот как поверхностно порой мы судим. То была пятница. Пролетели выходные, понедельник, долгожданный вторник, урок института. Прихожу я на урок в предвкушении продолжения, а он меня будто бы не знает. Как так? Что делать? Опыт прошлого и цель уверенно биться за свое возможное счастье меня подтолкнуло вот на что. На занятиях хора в списке, где мы отмечали свое присутствие, напротив его фамилии был написан и его номер телефона. Та-дан! Я отмечалась, его сфотографировала глазами и, придя после занятия домой вечером, послала ему смс, типа, мол, привет, тяжелит душу, долг, не должна тебе желание. Он: да, не переживай, прощается тебе долг. Я такая: как же так? Я думала, что это для нас было бы возможностью и хорошим поводом сходить на свидание вместе. Та-дам! И тут совсем неожиданно для меня поворот. Он: знаешь, я не привык, чтобы девушка в таких делах делала первый шаг. Та-да-да-дам! Я: а чего тут такого? Он такой: тебе, столичной девушке, что, правда было бы интересно познакомиться ближе с таким парнем из деревни, как я? Та-да-да-дам! Я: парень из деревни? В нашу переписку в довольно-таки поздний час нашу переписку прерывает звонок.
на моем телефоне мне звонит та самая моя подруга, которая мне пару дней назад в метро после дискотеки говорила, что мы с Димой не пара. А она жила по соседству с ним в общежитии и, смеясь с другими предполагаемо известными мне выборгскими ребятами, спрашивает меня: «Ира, а это ты пишешь Диме смс-ки?» И еле сдерживает смех. Можете себе представить? Ужас такой, да? Я ей ответила что-то типа того: я... И переписка наша не продолжилась. Вроде ничего постыдного я не предприняла, согласитесь, но моя уверенность в себе очень пошатнулась в очередной раз. Мне на институте стали загадочно улыбаться мои выборгские друзья, и в присутствии Димы возникла сплошная неловкость. Я чувствовала себя неоправданно отвергнутой и не понимала, в чем вообще моя проблема. То были самые настоящие душевные муки. Но я ни на кого не обижалась и стремилась к лучшей версии себя. Это все длилось до июля 2005 года. Я тогда, желая реабилитироваться в лице своих выборгских друзей, поехала в совсем неудобное для меня июльское время, первый в свой жизни поход на неделю. В итоге меня после того мероприятия, как мне показалось, приняли относительно адекватных вновь. Но с Димой мы с тех пор не обмолвились ни словом. И после похода я посвятила все свое сознание тогда подготовке к своей первой поездке в храм, в Швецию. Туда я везла такое спокойное сердце и вопрощающий разум. И там произошло немало чудес. Мы ехали двумя большими автобусами, много народу было. И мы с Димой попали в разные автобусы. Я ехала вместе с Таней, с подругой, которая тогда должна мне была передать письма от Димы. Помните? Так вот, нам предстояло большое путешествие на пароме в мою первую поездку за границу и в храм. Это было вообще удивительное такое путешествие. Дима вел себя обособленно, часто засматривался в окна и будто бы своим таким одиноким, размышляющим состоянием подманивал меня. Но я решила, что больше не буду обманываться. Один раз я уже обожглась, и рана полгода заживала. Дорогое это удовольствие. Но Танюша же, доброе сердечко, не могла пройти мимо одиноких и, может, по старой памяти невольно провоцировала тем самым наше пересечение. Я помню его сидящим на окне парома Silja Line. Помню наше дикое веселье на катающихся стульях под порывистым ветром на открытой палубе. Незабываемое путешествие. Дальше было вот что. Храм. Там после запечатывания одной пары, которая впоследствии через десятилетия стала нашими очень хорошими друзьями, мы все вместе готовили им в подарок смешную сценку. Я сидела в свободное время с детьми, тех взрослых, кто был в храме. Дима после говорил мне, что думал, что это я специально демонстрирую себя такую хорошую. В ту поездку, я помню, даже поменяла свой первый памперс ребенку, кстати. Помню наши совместные изучения священных писаний и особенно свидетельское собрание. Все было очень вдохновляющим, и мне наконец показалось, что даже Дима перестал меня считать странной. Все стало так спокойно и хорошо в моей жизни вдруг, и я внутренне окончательно отпустила Диму и стала готавливать в своем сердце новую почву для новых возможных отношений. Но тут вдруг я заметила, что Дима стал проявлять ко мне интерес. Опыт показал мне,
что мое считывание очевидных его поведенческих проявлений с ним не работает. Я не верила своим наблюдениям. Он вдруг ходил рядом со мной. Если я не иду на экскурсию в город, то и он не едет. Если я иду, то и он едет. В один из дней я зашла в спортивный зал поиграть в баскетбол. И там обнаружилось всего несколько человек помимо меня, один из которых был Дима. Как я тогда играла в баскетбол. Я больше никогда не играла так в баскетбол в своей жизни, как тогда. Самый уверенный и женственный матч в моей истории баскетбольного спорта. Я могла заметить, что Дима был тоже очень впечатлен моей игрой тогда. Дальше шведская молодежь организовала нам дискотеку, шикарную, классную дискотеку. И там какой-то швед даже приглашал меня танцевать. Чувствовал, наверное, мое открытое сердце. Но Дима аж 2 раза меня пригласил танцевать на этой дискотеке. 2 раза. И дальше мне там снился сон. Мгновение из дня моего запечатывания на вечность с моим будущим мужем в храме. Очень такой ясный и необычный сон. Суть его была в том, что наш общий друг хотел запечатлеть нас на фото у храма. И я ждала в холле своего родного человека для этой цели. И тут выходит Дима, обнимает меня, и мы идем фотографироваться. Я от его объятий невинных проснулась в холодном поту, очень рано, и уже не смогла уснуть. Решила пойти в холл гостиницы и подписать дневник, пока все спят. Сижу, пишу, смотрю в окно на зеленую траву в лучах солнца, утренней росы, и тут за стеклом в такую рань появляется он, мой Дима. Улыбается мне и как-то загадочно смотрит на меня. Неужели он и вправду хочет попробовать все же? Он тогда говорит, что смотрел на меня и думал про себя, какой же я был дурак. А я смотрела на него и не могла понять, что с ним происходит. Череда мелочей. Димин брат Леша тогда организовал нам возможность часть пути назад ехать в одном автобусе. Мы играли в разные игры, где ему нужно было иногда что-то шептать мне на ухо, от чего я потом вечером опять не могла уснуть. И мы расстались добрыми друзьями после той поездки. Я уже решила, что лучше ничего не буду ждать, как тогда, после той дискотеки, которая заперла меня на полгода в конфуз. Просто буду собой. И вот вторник после института религии, на котором я чувствовала весь урок на себе его взгляд, он подошел ко мне со словами: «Мне нужно с тобой поговорить». Я: «Ну давай, поговорим». Он: «Не здесь». И попытался вывести меня в коридор. Но тут появился его брат Леша с неудобными вопросами, расспросами о том, едет ли он в общагу сейчас. Такой неудобный момент, когда я наблюдала желание Димы, чтобы его брат провалился сквозь землю. Хотя надо заметить, что позже Дима мне говорил, что Леша советовал ему, что стоит присмотреться ко мне. Спасибо, брат. Так вот, тогда мы пошли в коридор, и Дима подал мне мое пальто. Мелочь, но приятно. И мы вырвались из группы студентов на вечернюю набережную Фонтанки. И наш разговор начался примерно так. Он: «Я хочу попросить у тебя прощения». Я: «Да ладно, все в порядке». Тем цветы, нежелание расставаться. И на следующий день его СМС: «Вчера правда случилось? Давай повторим». И мы с тех пор говорим друг с другом обо всем на свете. С того дня каждый день по праву сначала девушки, потом уже жены, я думаю с особой нежностью и любовью о моем Диме. Куда он, туда и я. Быть с ним во всем для меня огромное счастье. Он моя защита от зла этого мира, он мое знание о том, как сильно меня любит Бог.